Только выехал первый Ягуар, заехал сразу второй Ягуар. И проблема здесь, похоже, аналогичная. Еще диагностику не делали, сейчас подъемник поставил и подключу диагностику, посмотрим. Если проблема та же, то я не удивлюсь. Но эта машинка уже немножко другая комплектация. Здесь кожаный салон, нету панорамной крыши, машина на пневме. А тот автомобиль был без пневмы на пружинах, тряпичный салон, велюровый руль, здесь кожаный руль, и там была панорама. И она была на пружинах. Эти ошибки могут быть связаны с тем, что он стоит, вернее, что он снят с паркинга, поэтому машина катается, ее можно катать, но она не становится на паркинг. Сейчас попробую вернуть ее и еще раз посмотрим, что у нас будет здесь. Но можно посмотреть, что во время переключения передач моргает D, моргает N, моргает R, моргает, то есть она не может их переключиться. А если автомобиль просто стоит на релизе, на снятие блокировки, то моргает только паркинг. При этом эти передачи не моргают, а просто горят. У нас здесь моргают все. А это признаки того, что не работает этот селектор. В общем, сейчас нужно будет добираться до него и проверять его состояние. Так, на этом автомобиле все немножко иначе. Вроде и проблема та же, но здесь такое впечатление, что уже проводка менялась. И разъем уже длиннее, то есть не так натянут. И все красиво, но что-то не хочет работать. Это уже интересно. А этот автомобиль у нас европейский. И судя по всему, здесь уже этот провод менялся. Потому как он и длиннее, и проверил, он не оторванный. Но при этом все те же ошибки. И также себя точно ведет, как и тот автомобиль, но проблема какая-то иная. Надо будет сейчас разбираться с этим. У меня такое большое подозрение, что я проверил питание на провода. На проводах есть питание 12 вольт, плюс-минус. Потом какие-то еще по 12 вольт идут. И второй идет плюс 3 вольта. Непонятно, что за сигналы. Мануал не нашел. Но если снять разъем, то выскакивают совершенно другие ошибки, которые говорят о том, что есть обрыв цепи или еще что-то подобное. В общем, такое подозрение, что у нас есть проблема с блокиратором паркинга, и он у нас просто не отрабатывает. И еще что смутило, что релизер, который стоит под капотом, который разблокирует паркинг, он был в свободном состоянии, при этом автомобиль был в нейтрале и катился. Он в нейтральном положении должен разблокировать исключительно колодки ручника, которые, кстати, сильно подношенные и сильно вылезший поршень. Но при этом должен блокировать механическую блокировку. Но здесь этого не происходит. Поэтому, судя по всему, у нас проблема все-таки именно с приводом блокиратора. Но чтобы его снять, для этого необходимо демонтировать полностью мотор, потому что нужно снять вот эти вот кожухи. Они то ли металлизированные, то ли металл с покрытием, то ли очень твердый пластик, не знаю, но очень-очень жесткие. И поэтому необходимо это все снять эти шумоизоляторы, и после этого снять этот блокиратор. В общем-то, согласовали, и будем снимать мотор и добираться до этого блокиратора и смотреть, что у нас там с ним. Здесь стоит сам блокиратор, вот он, стоит под этими крышками. И вроде как его и можно было бы снять, если бы не было вот этих пыльников. Пыльники достаточно жесткие. Достаточно, чтобы открутить, не получается отодвинуть. Поэтому придется сейчас скидывать, наверное, подрамник, чтобы мотор мог чуть гулять, снять рейку. И тогда, возможно, у меня получится откинуть вниз этот пластик. И, может быть, получится снять этот блокиратор. Хотя не уверен. Сейчас буду пробовать, что у меня из этого выйдет. А так это выглядит под сервоприводом. И вот поднимаю флажок, который разблокирует ее. Сейчас у нас колеса заблокированы. И вот поднимаю флажок. Поднял флажок.
И колеса у нас разблокировались. И теперь этот сервопривод должен отпускать вниз. Вот он сюда входит в зацепление, в это отверстие, и внутри отпускает вниз. И за счет этого у нас автомобиль становится на паркинг. Но в данном случае он не становится. А вот он, наш сам привод. Вскрою и посмотрю, почему он у нас не срабатывает. Вручную вроде прокручивается вал. Вот я уже немножко его отпустил вниз. И когда происходит разблокировка вручную, то вот этот механизм поднимается вверх. При том, что сама каретка, которая двигается по этому винту, остается внизу. В общем, какая у нас ситуация? Если ставишь на паркинг, и здесь подгоняю под паркинг, вот это у нее как раз сейчас положение паркинга, когда напротив магнитов, то у нас лампочка перестает моргать. И если на нейтраль, когда они выходят вверх, это нейтральное положение и положение драйв и реверс, то у нас тоже перестает моргать. Она видит обратную связь, но почему-то нету сигнала на вращение мотора. При этом плюс-минус у нас идут. Либо у нас что-то здесь на плате вышло из строя и перестало работать, из-за этого она не отвечает. Либо же какой-то сигнал не подходит сюда. Снял мотор, и здесь видно графитовый такой налет на лаке. И чисто теоретически, если бы здесь не было бы лака, то этот графит попал бы на компоненты и мог что-нибудь корротить. Поэтому в любом случае нужно будет это все отмыть отсюда. И попытаюсь разобрать моторчик. Посмотрим, что у нас. Потому что вроде как здесь контакт неплохой. Не видно, чтобы он был паянный, а идет просто на зажиме. Но не видно, чтобы он был здесь плохим. Конечно, теоретически он мог отойти, но непонятно. В общем, наверное, сейчас его разберу и посмотрим, что с ним. Стало еще больше вопросов, потому что здесь хорошо она сделана. Кроме того, что они загнуты на зажимах, еще и пропаянные. То есть здесь контакт пропадать вряд ли мог. Щетки у нас хорошие. Вот сейчас я разобрал моторчик, и щетки у нас достаточно длинные и обжимают вал. Здесь выработки на ламелях не наблюдается. Графита тоже внутри не так много, чтобы что-то корротил. Теперь еще больше вопросов, почему она стала. Надо все это промыть, продуть, собрать и посмотреть, будет ли она работать или нет. Возможно, у нас была проблема в контактах здесь, хотя тоже здесь достаточно качественные зажимы, плотно зажатые, и маловероятно, что что-то было. То есть пока что больше вопросов, чем ответов. Отмыл от графита все. Лак здесь хороший, эластичный. И, в принципе, покрыты все компоненты, кроме вот этих контактов. Моторчик проверил на лабораторнике, он хорошо работает. Ладно, сейчас нужно собрать его и еще раз испытать. Хочу еще раз проверить, будет ли он работать после вмешательства. Включай драйв. Нейтраль. Паркинг. Понажимай. Паркинг, драйв, паркинг, нейтраль. Давай еще. А если сейчас паркинг нажать, он будет моргать? Моргает? А сейчас паркинг?
Включи драйв. Не? А паркинг теперь включи. Драйв. А теперь паркинг. Моргай, да? А драйв включи. Паркинг. Не моргает, а именно горит, да? Еще пару раз попереключай и все. Странно, но все работает. Теперь даже не знаю, что делать. Либо согласовывать с клиентом ее замену, либо же говорить о том, что мы его поставим и как он будет работать. Потому что явного дефекта в нем не нашел. И каким-то чудесным образом он запустился. Вот такая вот ситуация непонятная. До этого вообще не работало. Сколько не пробовал отдельно и подавать питание на него, и что только не делать, он не срабатывал. При том, что с щетками там все хорошо, контакты пропаянные, и никаких признаков неисправности нету. Ладно, тогда продолжу его собирать. Еще раз потом после сборки проверю и поставлю на машину. Посмотрим, что у нас будет. Сейчас соберу ее, поставлю на автомобиль. И без установки мотора пока, без прикручивания подрамника, хочу еще раз проверить, как она будет работать. Потому как все очень странно и очень непонятно. Проблема пропала, при этом ничего особо не успел сделать. Переходит в режим Ready, не моргает ни на приборке, ни на переключение. И автомобиль у нас едет. И ни разу не было, чтобы автомобиль не перевелся на передачу. А до этого ни разу не было, чтобы он переключился. Если был бы дефект плавающий, то включался, то не выключался. Было бы еще хуже. У нас автомобиль не переключался вообще никаким образом. Сейчас все четко работает. И вот теперь вопрос, что могло быть и что поменялось? Почему он заработал? Но остается пока что только собрать все в кучу и тестировать, смотреть. Снизу все собрано, осталась только защитка здесь пластиковая и пыльник снизу стоит. Это поставить, и в принципе по низу все готово, и останется собрать под капотом. И сейчас, честно говоря, даже не так мало места кажется, как первоначально. Когда первый раз такое делал, думал, как туда можно руками залезть. А на самом деле не только руками можно залезть, но еще и снять этот блок переключения, блок блокировки. Осталось еще заправить хладоген сюда, потому что мы его откачивали. Вообще планировалось снимать мотор. Но если бы сняли мотор, я бы не мог проверить, работает ли блокиратор этот, либо не работает. Кстати, вот сейчас хорошо видно здесь аккумуляторы. Вот это аккумулятор и второй, дополнительный, который отвечает за питание бустера. Так, а ну-ка, Максимка, запускай, я буду смотреть. Что у нас? Так, ну поки що тільки контроль до тиску в шинах. Не, меня больше беспокоит, чтобы паркинг не моргал. Ага. Ну так, начебто. А ну, пробуй трогаться. Машина вывешена, пробуй трогаться. Так, начебто. Едет. А заднюю? Едет. И теперь остановись на паркинг. Отлично. Все работает? Все працює. Все гаразд. Все добре. Подрамник откручивался, рейка откручивалась, и, возможно,
не стала на свое место, вернее, стала на другое место, потому как у нее направляющих нету, и она может двигаться туда-сюда. И, скорее всего, стало немножко неровно, и руль, как результат, стоит чуть-чуть повернут направо. В общем, это нужно будет проверить этот момент, и, в принципе, автомобиль можно будет выдавать клиенту. Вот такой вот был ремонт двух Ягуаров практически одновременно. Сначала был один со стандартной проблемой, где проводка гниет и, как следствие, пропадает управление. А в другом случае была проблема немножко другого характера. Проблема была в самом сервоприводе. И при этом ошибки были одни и те же. Вот такая вот ситуация. Когда-то мне в комментариях говорили, что тут такого ремонтировать по ошибкам. Ну вот вам ремонт по ошибкам. Если верить ошибкам, то у нас и расшифровывать ошибку по техническому бюллетеню ремонтному, то нужно было заменить проводку. Но при замене проводки ничего бы не поменялось, это стопроцентная информация. И к тому же на этом автомобиле уже проводку ремонтировали. Этот автомобиль европейский, и он проходил обслуживание в Европе, потом был куплен украинцам и привезен в Украину. Второй автомобиль у нас был для китайского рынка и привезен, как и многие другие китайские автомобили, у которых никаких ни гарантийных обязательств нет, ничего. Так что вот такая вот ситуация. Кстати, да, пробег на этом автомобиле 39 888 километров. Такое красивое значение. И уже произошла такая проблемка. В работе у меня это уже третий такой Ягуар, именно с проблемами по селектору. Вернее, два автомобиля были по проблеме с селектором, а один был с 12-вольтовой батарейкой. На канале есть это видео, поэтому если хотите посмотреть, можете посмотреть. Оставлю ссылку в конце видео. В общем, вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока. Так, а у нас все так же, все четко работает. Вот так вот.